В этом видео кратко и в деталях о том, как сверлить бетонную стену с помощью перфоратора. Здравствуйте, уважаемые зрители, вы смотрите канал Инженер. К прошлому видео канала на эту тему в комментариях возникло много вопросов, поэтому сейчас постараюсь ответить на них. Для сверления бетонных стен я использую перфоратор Bosch GBH226 DFR Professional. Номинальная мощность электродвигателя 800 Вт. Можно переключать направление вращения. Есть сменные патроны. Кулачковый для сверл по дереву, металлу и тому подобному. Второй – системы SDS для бетонных буров. Сбоку на корпусе есть наклейка с указанием материалов и диаметров применяемого для их сверления инструмента. Буры использую разных размеров, от 5 до 12 мм в диаметре. На буре есть по паре расположенных с противоположных сторон продольных шлица и углубление для фиксации в патроне перфоратора системы SDS. Легко вставляем бур в патрон и, прикладывая небольшое усилие, защелкиваем его в фиксаторе. В наборе есть ограничитель глубины сверления. Он устанавливается в отверстие кронштейна при нажатии на кнопку фиксатора. При сверлении ограничитель упирается в стену и не позволяет просверлить отверстие глубже, чем нужно. При сверлении одной рукой держите перфоратор за рукоятку с кнопкой. Второй рукой можно держать за дополнительную рукоятку, а не так, как я при установке полки. В одной руке дрель, в другой пылесос. Дополнительная рукоятка может быть установлена в любое удобное положение. Для этого необходимо ослабить зажим, установить рукоятку в нужное положение и затем зафиксировать зажимом. Работать эта дрель может в нескольких режимах. Простое сверление подходит для работы с деревом и металлом. Режим перфоратора, когда кроме вращения появляются возвратно-поступательные движения бура. Есть также режим отбойного молотка, когда инструмент совершает только возвратно-поступательные движения. Для такого режима подойдет вот этот инструмент. Есть еще режим Variolog. Переключатель в этом положении не фиксируется, а режим позволяет вручную изменить положение зубила для более удобного долбления. От степени нажатия на кнопку зависит частота вращения сверла. Нажатую кнопку можно зафиксировать с помощью фиксатора на боковой стороне ручки. При сверлении приводим установленный в патрон бур в соприкосновение со стеной в точке, где должно быть отверстие. Крепко держим перфоратор, нажимаем кнопку и прижимаем перфоратор к стене, чтобы бур, углубляясь в нее, создавал отверстие. В некоторых инструкциях по эксплуатации не рекомендуется давить сильно. Это мешает механизму совершать возвратно-поступательные движения и приводит к перегреву. Но здесь может возникнуть вопрос, что считать сильным нажатием. Если слегка придерживать перфоратор возле стенки, то возвратно-поступательных движений бура совсем не будет. Прижим можно регулировать в процессе сверления. Не долбит бур – усилили, тяжело ему стало двигаться – ослабили. К слову, в инструкции на мой инструмент таких указаний нет. Дрель эту я не разбирал, но по ощущениям в ней использовано пневматическое ударное устройство. В нем механический привод от двигателя толкает поршень, который сжимает воздух в цилиндре, толкая второй поршень, который бьет по буру и тем самым помогает сверлить бетон. При сверлении важно не попасть в электрическую проводку или другие скрытые элементы в стене, например, арматуру. Был вопрос по водопроводным трубам. Если они стальные, то сверло упрется и дальше не пойдет. Если пластиковые, вмонтированные в стену, то за свой небогатый опыт сверления такого не встречал. За правильным подбором дюбеля обращайтесь к специалистам. В любом случае отверстие в стене по диаметру должно совпадать с дюбелем, а саморез должен вкручиваться в дюбель, распирая его. Самые ходовые в быту, по моему опыту, диаметр 6,8, иногда использовал 5,10. В
продаже можно встретить комплекты с дюбелями и соответствующими им саморезами. Также есть комплекты дюбель-гвоздей, которые необходимо забивать молотком. Но и обращайте внимание на длину дюбеля. Мое мнение, что необходимо меньше портить стены и сверлить их на меньшую глубину, особенно если необходимо крепить что-то легкое. В отношении комментария по поводу слишком мощного крепления для картины не согласен, что это чересчур. Оформление картины стоит недешево, а заниматься кустарщиной со спичками и гвоздиками в штукатурке как-то ненадежно. Тем более, что штукатурки на стене нет. А для примера показываю дюбеля и саморезы, которые предлагают производители мебели для удержания последней от падения. Учитывая, что эта мебель крепко стоит на полу, который воспринимает весь вес, не понимаю, зачем такая мощь. А если необходимо просверлить два отверстия на одной высоте, можно воспользоваться уровнем. Обычным с пузырьком в колбе или лазерным. С их помощью можно и картины, и ролл-шторы выравнивать. Надеюсь, в этом видео вы нашли ответ на свой вопрос. Если нет, пишите в комментариях, постараюсь ответить. И обязательно жмите кнопку «Подписаться». На все вопросы в комментариях по возможности будут даны ответы. Ссылки для помощи каналу в описании и закрепленном комментарии. Самое главное, продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале «Инженер».